Всем привет! С вами Екатерина, обустроена и 1-миллиметровый красный китайский фоамиран. А делать мы из него будем гибискус. Итак, что нам нужно? Нам нужно сначала взять шаблон. Почему он такой толстенький? Все дело в том, что у меня китайский фоамиран, и он очень сильно ужимается, поэтому гибискус получается вытянутым. Я шаблончик сделала потолще. Если вы будете брать иранский, вы его немного обрежьте по краям, чтобы он был потоньше. Итак, из красного 1-миллиметрового фоамирана мы вырезаем 5 лепестков. Обводим зубочисткой или вот такой шпажкой. Теперь по краю вырезаем волны, произвольные. Теперь мы будем тонировать наш гибискус. Цвет тонировки зависит от того, какой сорт вы будете делать. Например, гибискус бывает голубым, тогда у него тонировка в нижней части будет фиолетовая. У меня красная, и тонировка в нижней части будет коричневой. Тонировать я буду сухой пастелью, поэтому беру губку, наношу сухую пастель и тонирую. Тонировать будем с одной стороны. И так мы прорабатываем все 5 лепестков. Теперь берем флористическую проволочку 1,2 или 1 мм и вот такие небольшие полосочки красного фоамирана. Истончаем их, прокручивая между пальчиками. И оборачиваем нашу проволочку вот такой импровизированной тейп-лентой из фоамирана. Клеить я буду на космофен. Хорошо в натяжку. Теперь берем пальчиками за другую сторону. И закручиваем. Обмотки нам должно хватить на длину лепесточка. Приложите и посмотрите, хватает или нет. Если хватает, этого будет достаточно. И таким образом мы заготавливаем 5 проволочек. Теперь беремся за серединку. Серединка в цветке будет желтая, и я ее немного затонирую в красный. Отрезаем полосочку 1 сантиметр. И маникюрными ножницами нарезаем на бахрому. Теперь отрезаем маленький кусочек желтого фоамирана. Истончаем его пальчиками. Берем флористическую проволочку, складываем ее пополам. Зажимаем край и оборачиваем желтым фоамираном. Очень хорошо надо обернуть нам вот верхнюю часть именно. Так, теперь включаем утюжок и поджариваем нашу бахрому. Нам нужно, чтобы она стала лохматой, но не закрутилась. Теперь берем и накручиваем. Ниже пестик еще немножечко обматываем желтым фоамираном. Вот наш пестик, теперь будем разбираться с лепестками. Берем утюг, прогреваем лепесток в верхней части. И делаем его более гофрированным, растягивая край. Не сильно.
Прогреваем с другой стороны. И вот таким образом выворачиваем лепесток. Можете взять что-то круглое, можете аккуратно пальчиками. Теперь в нижней части нагреваем. Еще раз. Вот они, наши заготовленные лепестки. Теперь берем проволочки и приклеиваем с обратной стороны. Клеить я буду на Космофен. И вы можете клеить на любой суперклей, который у вас есть. Вот так это будет выглядеть. Тогда лепесток у нас будет держать форму. Теперь берем наш пестик и красную пастель и тонируем. Ну все, теперь можно собирать цветочек. Собирать можно на суперклей или можно сразу закручивать на тейп-ленту, можно приклеивать. Это уже дело не принципиально. Выпустите немножко выше пестик. И собираем. Собирать будем нахлест, так чтобы лепесточки заходили друг на друга. Вот так выглядит наш гибискус. Теперь берем тейп-ленту и оборачиваем стебельки.